Погодка сегодня слякотная и нелетная. Зато я не слышу жужжания долбанных камикадзе. Но знаете, что сегодня? У меня сегодня обзор... Я даже не знал, что когда-нибудь это скажу. Он работает, он двигается и, судя по всему, в прекрасном техническом состоянии. Что внутри этой машины? Какие секреты он хранит? Сегодня у меня в программе флагман немецкой бронетехники. Это Леопард 2! Друзья, это первый случай в российском ютубе, когда подобный танк попал в руки русских. Мы разберем его по частям, протестируем в деле и сравним с нашими машинами. Это не просто обзор, это уникальная возможность взглянуть на технику НАТО изнутри. Этот танк не только легенда, но и объект множества мифов. Мы развенчаем их все. Так ли он хорош, как о нем говорят? Классическая западная школа танкостроения, гладкие формы, квадратная башня. В длину он практически вместе с орудием 10 метров, в высоту в 3 и весит он 55 тонн. Леопард 2 появился благодаря пониманию, что старый Леопард 1 уже не сможет на равных тягаться с советскими 64-ками и 72-ками. В 60-х годах Германия и США объединили усилия для создания нового танка в рамках проекта MBT-70. Идея была крутая. Автомат заряжания, ракеты вместо снарядов, регулируемая подвеска, передовая система управления огнем. Все это казалось технологической революцией. Но проект развалился. Разногласия между партнерами по приоритетам и растущий бюджет сделали свое дело, как обычно это бывает. И в 1969 году Германия решила пойти своим путем. В 70-х годах началась работа над Леопард 2. Кстати, назывался он Леопард 2К. К – это значит cannon, то есть пушка. Сделали 16 прототипов. Тестировали 105 мм орудия, разные варианты брони и электроники. Но ситуация на поле боя стремительно менялась. Советы выкатывали все более защищенные машины, и стало понятно – 105 мм точно не справится. Поэтому сделали выбор в пользу 120 мм гладкоствольной пушки Rheinmetall, которая станет стандартом для НАТО. Еще одной задачей было создание такой брони, чтобы танк выдерживал попадание 125 мм снарядов. И к 1972 году, 74-м, если быть точными, появился усовершенствованный прототип. На них поставили двигатель МТУ МБ-873 мощностью 1500 лошадиных сил, и благодаря чему танк получил отличную подвижность. Важной фишкой стала многослойная комбинированная броня. До сих пор не могу поверить, что я стою возле этой машины. Раньше-то мы видели только в одной известной игре. Кстати, что характерно, я не припомню, чтобы у них были элементы динамической защиты, а в этом танке она есть. Видно, что в остальных случаях здесь тоже есть крепление под динамическую защиту. Видимо, потому что Леопард 2 стал такой платформой для экспериментов, и с ним делали много чего. Что касательно брони, важной фишкой стала многослойная комбинированная броня. Сталь, керамика, наполнители и все для того, чтобы справиться с подкалиберными и кумулятивными снарядами. На испытаниях танк показал, что может стрелять точно, ехать быстро и быть надежным. Первая серийная версия Леопард 2А пошла в войска в 1979 году. Этот танк имел уже неплохую защиту. У него была хорошая лобовая часть башни, обеспечивала около 450 мм эквивалента против подкалиберных снарядов и до 600 против кумулятивных. Лоб корпуса был чуть слабее, примерно 350-400 мм бронебойно-подкалиберных снарядов и 500-600 мм кумысов. Сложно представить, что команданта кто-то взял и подарил тачку. Да, я так часто рассказал о том, что я выбираю такую тачку, но никакую тачку я, в общем, так и не выбрал. Все это время я страдал. Но один подписчик решил подарить мне вот этот Volkswagen Touareg. Это 2004 года. Он, конечно, подушатан, но это тачка. И, кстати, да, многие делают неверный выбор, когда пытаются купить что-то с рук. Я, слава богу, это не купил, но на автоспот.ру точно есть что посмотреть. На сайте Автоспот собрали предложения от дилеров по всей стране. Причем скидки видны сразу за кредит или при покупке за наличные они порой достигают до 200 тысяч рублей. И, кстати, да, чтобы забронировать за собой предложение, это нужно сделать только в 2 клика. Если уже есть машина, то загляните в раздел «Сервисы и ТО». Выбирайте свою машину, и на карте сразу же видны все цены и скидки на нужное техобслуживание. Сравнивать очень удобно, легко, и причем гарантия сохраняется, так как предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов.
Сайт бесплатный, не нужно никаких подписок и прочей ерунды. Зайдите, посмотрите, удобная штука. Ссылку я оставил на автоспот в описании. К началу 80-х годов начали выпускать модернизированные версии Leopard 2A1. И он получил новые тепловизоры и усиление защиты от кумулятивных боеприпасов. Leopard 2.3 добавил современную радиосвязь, но настоящим рывком стал Leopard 2A4, появившийся в 1985 году, и сегодня у нас как раз такой. Leopard 2A4 отличается тем, что именно он стал базовым стандартом для модернизации. Во-первых, Leopard 2A4 получил цифровую систему управления огнем. Это позволило значительно повысить точность стрельбы и ускорить расчет баллистики. Во-вторых, была усовершенствована броня. Многослойная композитная броня обеспечивает надежную защиту от кумулятивных и бронебойных снарядов. Кроме того, Leopard 2A4 стал первой версией с унифицированной конструкцией башни. Это облегчило ремонт, обслуживание и модернизацию танка. И важной инновацией стала автоматическая система пожаротушения, которая значительно повысила безопасность экипажа. По сравнению с более ранними версиями, такими как 2.1 и 2.2, Leopard 2.4 предлагает улучшенную защиту, современную электронику и удобство эксплуатации. В то же время более поздние модификации Leopard 2.5 и 2.6 уже имеют дополнительную броню и более мощные пушки. Но именно 2.4 стал основной для всех этих улучшений и остается широко используемым танком во всех странах мира. Leopard 2.4 стал настоящим экспортным хитом. Его покупала Турция, Греция, Польша, Испания, Канада, Финляндия и еще с десяток стран. В общей сложности таких танков сделали больше 3000. И теперь немного про боевое применение. Leopard 2 изначально создавался как танк для войны в Европе, но со временем его начали использовать по всему миру. Наиболее заметные конфликты с его участием – это операции на Ближнем Востоке. Например, турецкие Leopard 2.4 использовались в Сирии. И вот тут начались вопросики. Оказалось, что в условиях современных войн этот танк не так уж и непобедим. Его броня, рассчитана на борьбу с танками, оказалась уязвимой против современных птуров. Бу! Испугался? Не бойся, я друг. Это, кстати, леопард, который не кусается. Добрый ты. Лобовая броня танка Leopard 2A4 предназначена для того, чтобы выдерживать 650 мм пробития бронебойно-оперенных подкалиберных снарядов, а также 1200 кумысов или кумулятивных снарядов. Самые уязвимые места у Леопарда – это бок и корма. Бок у нее всего 65 мм, то есть, например, урановым сердечником, бронебойно-подкалиберным снарядом Брэдли можно его запросто пробить. Ну и понятно, да, что любой РПГ, любой гранатомет фактически его в бочину возьмет. 65 мм. Ерунда вообще. Сдетонировать ли БК, не знаю. Тут ведь такая история, что 15 снарядов в башне, остальные 24 находятся внутри. Или даже это становится проблемой, потому что их нужно таскать будет оттуда. Кстати, я поговорил с механиками, они говорят, что у него есть специальные два ключа, без которых ты никак гусеницы не снимешь. А один мой хороший знакомый сказал, что в отличие от других танков, где вам понадобится не один день, чтобы снять движок, этот движок снимается за 30 минут. Еще одно уязвимое место, которое уязвимо от джавелинов, энлавов и других противотанковых ракетных комплексов, которые ударяют сверху кумулятивной струе, это верх башни. 20-40 мм брони всего лишь. Как видите, вот эта часть вылетела, потому что здесь находится вышибная панель для того, чтобы не сдетонировала БК и чтобы спасти жизнь экипажа. И, кстати, вы, должно быть, хотите узнать, каким образом этот танк попал в мою программу, как он докатился до такой жизни. Я скажу, что вот здесь, в этой передней части, хранится ответ на этот вопрос. И в секретном канале, в нашем телеграм-канале, я вам расскажу истинную историю этого танка и как он попал в нашу программу. Что с ним случилось и при каких обстоятельствах и на каком направлении. Переходите по ссылке в описании. Здесь используется еще композитная броня, так называемая Чопхэм. Мы рассказывали в одном из наших роликов про Абрамс. Мы рассказывали в секретном канале, и на спонсоре тоже можете это увидеть. Ну и поговорим о самой пушке. Это Л-44, знаменитая 120-миллиметровая пушка. Она даже спустя десятилетия остается одним из лучших танковых орудий. Способна пробивать броню современных танков на дистанции свыше 2 километров. И, что очень важно, она стабилизирована, то есть танк может вести огонь даже в движении. Теперь спускаемся ниже к гусеницам.
Это стандартные гусеницы для Leopard 2. Они, как видите, широкие, что снижают удельное давление на грунт, и это значит, что танк может передвигаться даже по мягкой почве без серьезного риска застрять. Подвеска здесь торсионная с гидравлическими амортизаторами. И это важно, потому что благодаря этому танк может двигаться быстро, сохраняя стабильность и точность стрельбы даже на пересеченной местности. Помните, немцы делали такое видео, где они ставили на ствол бокал пива, и он ехал очень быстро, а бокальчик-то даже и не расплескался. Но это где-то про Октоберфест, но нам уже это не светит, потому что сейчас декабрь скоро. Моторный отсек. Здесь скрыт знаменитый МТУ МБ-873 мощностью 1500 лошадиных сил. И с ним Leopard 2.4 может разгоняться до 70 км в час. Вы где такое слышали вообще? И, кстати, задом, точнее, с задней передачей, он двигается 35 км в час, что и делает его одним из самых лучших танков в мире, потому что в нашем случае, например, российские танки, многие двигаются, например, 4. Сейчас я сяду за штурвал, и впервые за всю историю Ютуба русский чувак будет управлять немецким Леопардом 2.4. Погнали! Я в танке Леопард. Все его панели управления. Kleine Kampfzone. Schutzaushaltung. Комфорель. Так, ну посмотрим, что это за кошечка такая. Да, друзья. Это моя мечта, и она сбылась. Грязные, но я счастлив. С вами был Leopard и крупнокалиберный прибалов. Это круто. Переходим к месту наводчика. Именно этот человек отвечает за точность огня. Вот здесь установлен основной прицел, который называется Perry R17. Это перископический прицел с дневным и ночными режимами. А вот здесь, чуть ниже, находится прицел ИМС. Его фишка – это встроенный лазерный дальномер. С его помощью наводчик может мгновенно определить дистанцию до цели и настроить орудие. Это серьезное преимущество, согласитесь, в бою, особенно на больших дистанциях. У Leopard 2.4 стоит аналоговая система управления огнем с цифровым баллистическим вычислителем. Наводчик работает с пушкой через ручку управления. Куда наклонил ручку, туда и смотрит прицел ИМС. Компьютер берет данные с датчиков, например, про погоду, ветер, температуру и куда нужно навести пушку. Если цель двигается, система еще учитывает скорость движения цели и танка. Чтобы отстрелять наводчику, достаточно навести маркер прицела на цель. Тепловизор же помогает искать замаскированные объекты. Есть датчик, который следит за положением пушки, башни и корпуса. Например, один под пушкой фиксирует ее наклон, другое положение башни относительно корпуса. Данные о ветре, высоте над уровнем моря и типа боеприпаса наводчик вводит вручную. Режим работы системы управления огнем. Первое – это штаб Айн. Все включено, стабилизация, прицелы и автоматические расчеты. Наводчик может стрелять по движущимся целям и даже стрелять по-мексикански. Второе – это Beobachten. Это режим наблюдения. Если что-то сломалось или танк стоит, стабилизация отключается и башня крутится вручную. Третье – Turmaus. Полный аварийный режим. Если электроника вообще отъехала, наводка идет через ручные приводы. Есть несколько подрежимов работы системы управления. RH – это наведение через прицел наводчика. Наводчик управляет пушкой и стреляет, используя свой основной прицел ИМС. Этот режим стандартный, применяется для обычной работы. KH – управление командиром через свой прицел. Я в него смотрю и джойстиком управляю. Если прицел наводчика вышел из строя, командир берет управление на себя и наводит пушку через свой прицел Perry. Это Perry утконос.
Этот режим используется в экстренных ситуациях. Четвертое – это KW, когда командир управляет пушкой через прицел наводчика. Командир использует свою рукоятку управления, наводит пушку, но целится через основной прицел наводчика ИМС. Изображение с ИМС передается в прицел командира. Это позволяет командиру выполнять точные прицеливания. То есть я смотрю в свой прицел и вижу ИМС. Пятый режим – KR. Командир наблюдает независимо от наводчика. Командир использует свой прицел для наблюдения за полем боя, не вмешиваясь в управление пушкой. Этот режим подходит для разведки и анализа ситуации. ЗУ. ЗУ – это слежение за целью. Командирский прицел автоматически синхронизируется с направлением, куда целится наводчик. Командир видит ту же самую цель, что и наводчик, но не вмешивается в процесс стрельбы. Это удобно для координации между членами экипажа. ЗЗУ или дублирующее наблюдение за целью. Изображение прицела СМС наводчика передается в прицел командира. При этом направление командирского прицела остается фиксированным. Командир получает доступ к информации наводчика, не отвлекаясь от общей обстановки. И последний – это ЗЗ – целеуказание. Командир сначала выбирает цель, наводит пушку и прицел наводчика на нужную точку. Затем управление передается обратно наводчику для дальнейшего сопровождения цели и открытия огня. Это режим, когда командир обнаруживает цель и помогает экипажу быстро сориентироваться. Башня и пушка двигаются за счет гидравлической системы WNA H-22. Все питается от гидросистемы с давлением до 160 атмосфер. И если что-то ломается, наводчику приходится вращать штурвалы вручную. Для поворота башни на 1 градус нужно сделать целых 3 оборота. Так что система достаточно современная, но аварийная наводка, конечно, медленная и требует терпения. Кстати, ствол здесь опускается на минус 9 градусов, то есть он может стрелять практически под себя. А вверх он поднимается на 45, то есть камикадзе ему точно не сбить. Место, где я сейчас нахожусь, называется рабочее место командира. Главный элемент здесь – это панорамный прицел Perry R12. Он вращается на 360 градусов и позволяет командиру следить за полем боя, независимо от того, куда смотрит башня. Здесь же находится пульт управления связью. Leopard 2.4 оборудован радиостанцией, которая называется SAM-80/90. Для 80-х годов это было одним из лучших решений на рынке. Башенный отсек или место заряжающего. Если посмотреть вот сюда, можно обратить внимание, что здесь есть такие вышибные панели, которые отвечают за то, чтобы не сдетонировал БК. Теперь заглянем в башню. Слева от орудия место заряжающего. Leopard 2.4. В отличие от советских танков, он не имеет автоматического заряжания, и это происходит при помощи заряжающего. Все делается вручную. Это место ниша для хранения боеприпасов. То есть отсюда достают. И здесь же находятся вышибные панели, которые вышибают при момент попадания в танк. Боекомплект состоит из 42 снарядов, часть из которых расположена в кормовом отсеке башни. Это позволяет минимизировать риск в случае возгорания боеприпасов и в случае попадания. Очень удобно, кстати, то, что здесь отделен отсек от казенника, то есть нету такого, что тебе руки оторвет. И здесь стоит также 762-51 пулемет МГ-3, их даже 2 тут стоит. Здесь, судя по всему, хранится БК для пулемета. Вот пулемет, для него это. Ну что, друзья, теперь настало время честно разобрать Leopard 2.4, в чем его сильные стороны и где можно найти слабости. Начнем с плюсов. Leopard 2.4 это прежде всего сбалансированный танк. Его главный козырь это мощное орудие Rheinmetall L44, который даже по современным меркам остается одним из лучших. Точность стрельбы, высокая начальная скорость снаряда и широкий выбор боеприпасов делают этот танк серьезным противником на поле боя. Я видел на поле боя, как он работает. Он так делает, отходит назад-вперед, потому что со скоростью 35 км в час не двигается ни один танк неизвестный. Не будем забывать про его защиту. Броня Leopard 2.4 – это многослойный композит третьего поколения. Она отлично справляется с попаданиями подкалиберных снарядов и кумулятивных зарядов. А продуманная система защиты экипажа, включая вышибные панели боекомплекта, снижает риски для экипажа. Теперь о слабостях. Несмотря на крепкую броню, Leopard 2.4 был разработан в 80-х годах. Его защита уже не справляется с современными птурами и даже некоторыми кумулятивными снарядами. Например, с новыми подкалиберными снарядами с сердечниками или из объединенного урана Брэдли. Второй минус – это ограниченные возможности модернизации. Leopard 2.4 остается отличной платформой, но его башня и корпус имеют ограничения по весу и пространству. Именно поэтому в Германии и других странах этот танк активно заменяют на модификации Leopard 2А5 и выше. И третья слабость –
отсутствие активной защиты как таковой. Ее здесь нет, но если она будет, это будет прекрасно. На вторичке такой танчик Leopard стоит где-то 4-5 миллионов долларов, что в принципе сравнимо со стоимостью Т-90 Прорыв. Но Прорыв, как вы знаете, имеет динамическую защиту и значительно лучшую защищенность. И я не про кирпичи, долбанный ты комментатор. Подводя итоги, можно сказать, Leopard 2.4 – это отличный танк своего времени. Он был великолепен в 80-х и 90-х годах, но на современном поле боя ему не хватает критически важных технологий. Однако, несмотря на это, в умелых руках и грамотной тактикой он остается грозной машиной на поле боя, способной уничтожить противника и выполнить поставленные задачи. Мне очень понравилось им управлять. Он двигается лучше, чем М113, потому что до этого фаворитом в управлении на тест-драйве была именно эта машина. Сегодня я покатался на танке Leopard, и это круче, чем на обычной бронированной легкой машине, несмотря на вес его 55 тонн. Это хорошо продуманная, с немецким качеством машина, в которой ты можешь нырять с командира на наводчика, нырнуть, стать заряжающим или внезапно повести танк в бой самому при помощи места механика-водителя. А если уж совсем все туго, ты можешь через специальный лючок просто оттуда выехать. Здесь отличная трансмиссия, крутой движок и, что самое интересное, здесь система стабилизации потрясающая. То есть мы несемся по грязи, по каким-то рытвинам, и этого даже практически не чувствуется. С вами крупнокалиберный переполох, и обещаю, если я найду снаряды, а пока что я их не нашел, я обязательно из него постреляю, и мы поговорим про пробитие. Не переключайтесь, дальше будет интереснее.